Всем привет, дорогие друзья! Это шестая глава рассказа о сюжете Lineage 2. В этом видео мы поговорим о цивилизации верхних гигантов, создании Магмельда и Сада Бытия, мятеже Спасии, предателе Октависе и трагической судьбе короля гигантов Харнака. Появившиеся подобно Эйнхасат и Гренкаину из первичной сферы гиганты были величайшими созданиями в мире за всю его историю. Несмотря на значительные разрушения после Всемирного потопа, они смогли восстановить свою цивилизацию и былое могущество. Источником силы гигантов была особая энергия, которая и поныне пронизывает весь мир. Имя этой энергии – магия. В эпоху гигантов магия достигла своего наивысшего расцвета. Гигант Лакисис дружил с Эйнхасат и благодаря этому смог научиться божественной магии. Затем он соединил магию богов с теми способностями, что были у него от рождения. Получившаяся магическая техника оказалась очень эффективной и быстро распространилась среди гигантов. Солт Крик был одним из 7 мудрецов народа гигантов и научил пользоваться магией множество своих соплеменников. Солт Крик познал все секреты маны и нанес на свое тело татуировки, по которым струилась магическая энергия. Гигант Цефирос, один из величайших воинов этого народа, получил силу ветра от Сайхи. Он использовал эту божественную силу, чтобы подчинить младшие расы. Однако конфликтовали гиганты и между собой. Спор между представителями гигантов обычно решался силой, что порой приводило к крупным противостояниям, которые вполне допустимо называть войнами. В ходе этих противостояний гиганты часто использовали орков в качестве пушечного мяса, стремясь сохранить жизни своих воинов, которые нередко обладали очень мощными способностями. Кронвис – древний герой гигантов, обладающий даром третьего глаза. Говорят, его способности были так велики, что он мог увидеть даже душу врага. Гигант по имени Набиараб умел открывать и закрывать проходы в другие миры. Он пользовался этим даром, чтобы призывать оружие и наемников из иных измерений. Говорят, что он даже пожертвовал зрением ради обретения этой способности. Авелиус – древний герой гигантов, который прекрасно атаковал и защищался благодаря своему снаряжению, цепному молоту Беснилу и щиту Сабелля. В каждую битву он брал с собой золотогривого спутника Кельсиона. Герой гигантов по имени Райстер очень любил шутить. Многие его остроты были очень похожи на оскорбления, за что соплеменники едва не изгнали этого весельчака. Райстер был могучим воином, но ему больше нравилось танцевать с клинками или петь во время танца, а не воевать. Битва для него была чем-то вроде произведения искусства, поэтому он совершенствовал свои умения, а еще изучал полезное для боя колдовство. Силы, которыми обладали гиганты, были подобны тем, что были дарованы богам в начале времен, и они решили сохранить их для будущих поколений. После смерти души великих героев-гигантов и их силы хранились в тайных рукописях Книги Света для использования в будущем. Будучи очень могущественными, гиганты стремились уничтожить всех, кто представлял для них угрозу. Одними из таких существ были свирепые Крофины. Крофины жили независимой группой, центром которой была королева, но из-за угнетения гигантами они были поставлены под угрозу вымирания. Королева Крофинов Крашана решила положиться на Фафуриона, чтобы тот защитил ее расу. Она выбрала небольшой остров на территории Надрила в качестве своей базы и планировала соединить силы Крофинов и Дракона Воды. Мир был на грани новой масштабной войны, и напуганные земные обитатели с мольбами обратились к богине Эйнхасат. И она услышала их молитвы. Эйнхасат приказала Паагрио и Еве избавиться от этих чудищ, и они запечатали вход в гнездо Крофинов и скрыли остров в глубинах моря, чтобы предотвратить доступ снаружи. Королева Крашана ушла в спячку со всем выводком в своем запечатанном гнезде. Кстати, само гнездо Крофинов, появившееся в игре в 2018 году в обновлении Крофин и Тень Дракона Воды, очевидно, должно было появиться еще в первых обновлениях саги Богини Разрушения. Данная локация и мобы на доли секунды появлялись в трейлере Awakening, однако по каким-то причинам в игру они тогда добавлены не были. Богиня Мафор также помогала гигантам.
Она учила гигантов и служивших им гномов абсолютной геометрии, дисциплине, объясняющей все фундаментальные силы, движущие природой. Благодаря чему они познали методы математики, механики, геодезии, астрономии, навигации и экономики. Знания об абсолютной геометрии были написаны Мафор на табличке. Чтобы ограничить круг тех, кто мог получить запретные знания, они были написаны на языке гигантов. Из гномов данному языку она обучала только старейшин, которые должны были передавать эти знания своим потомкам. Благодаря блестящему уму гигантов, их огромной физической силе, глубокому познанию магии и знаниям абсолютной геометрии, государства гигантов развивались и процветали. Гиганты управляли своими странами при помощи двух должностей. Ювентус отвечал за политику и внутренние дела, а Афрентус занимался войнами и дипломатией. Гиганта на пост Ювентуса выбирали при помощи всеобщего голосования. За звание Афрентуса сражались, и эта должность переходила к сильнейшему. В те времена как раз и появилась Великая Олимпиада, впоследствии забытая на много веков и возрожденная уже во времена С4. В квесте на Нублис говорится, что по поручению Леди Озера культ ставит монументы героев во всех городах и восстанавливает давно позабытые Великие Олимпийские игры, проводившиеся во времена гигантов. Карадин просит игрока помочь Годдардскому старшему кузнецу Ноэлю восстановить оружие Старой Империи, чтобы его могли использовать новые герои. Самых великих героев и доблестных воинов всех рас боги превозносили в Магмельд. Разные источники разнятся в его местоположении. Так, из книги сказаний героя можно понять, что Магмельд тождествен Элизиуму, одному из 9 миров, о которых мы говорили ранее. В Элизиуме, небесном мире, находится дворец богов. Элизиум, по первоначальным данным, это параллельное, находящееся над материальным миром пространство, возникшее одновременно с чистилищем, расположенным под материальным миром. В плоскости самого материального мира находятся недоступные для земных обитателей пространства духовных миров 4 элементов, а также света и тьмы. В обновлении богини разрушения уже говорилось, что Магмельд расположен между материальным миром и миром духов света и принадлежит именно к нему. Подобные коллизии в сюжете игры не редкость, поэтому просто обозначим это как факт. Богиня созидания Эйнхасад решила создать в Магмельде музей шедевров богов и сохранить в нем важнейшую флору и фауну материального мира. Ангелы богини Эйнхасад собрали в Магмельд огромное количество животных и растений в месте, названном Сад Бытия, в центре которого она поместила небесный луч. Его свет может очистить все, на что он падает. Здесь, среди деревьев творения, процветают многие существа и растения, которые с тех пор вымерли в других местах. В дальней части сада содержатся ужасные чудовища из древних легенд, которых боги опасаются выпускать в мир. Афрос, заброшенное творение богов и наскучивший плод их экспериментов, живет в центре сада под постоянным присмотром садовников, которые также наблюдают и за другими животными. Эйнхасад призвала лучших героев мира поселиться в Магмельде, месте добра и красоты. По технологиям гигантов, эльфы и гномы возвели там прекраснейший город Аркан, а ее 4-я дочь Полина построила храм Орбиса, место отдыха великих героев. Эйнхасад хотела поселить в Магмельде крылатую расу Артей, однако Сайха уговорил ее не делать этого. Для фей, чтивших Эйнхасад, богиня также подготовила дом в Магмельде. Изначально феи поклонялись богине, но потом предали ее. Король фей Абелиус своим высокомерием пренебрег богиней, воспротивившись ее воле. Из-за его дерзости волшебный народ навсегда потерял свое место в Магмельде. Только Киммериану, который выступил против Абелиуса и его последователям, было разрешено поселиться там. Киммериан возглавил небольшую группу фей и привел их в Магмельд, где они обосновались в колонии фей. Магмельд был местом пристанища героев, избранных Эйнхасад, однако, вопреки ее воле, бог хаоса Гренкаин открыл путь в Магмельд и героям других рас, поклоняющимся другим богам. Хитрость Гренкаина заманила туда низших существ и даже настоящих злодеев. Эйнхасад не хотела, чтобы это место вышло из-под ее контроля, и постановила, что эти ущербные существа должны быть отделены от ее любимых.
Она дала своей четвертой дочери ангелу Полине меч света и приказала заключить их в тюрьме изгнанников тьмы, сотканной из света звезд. Полина. У нее была добрая душа. Несмотря на то, что эти герои были незваными гостями в Магмельде, она не желала им зла. Она говорила, что барьер из звездного света нужен для их защиты. Многие герои гневно роптали, и лишь герой людей Октавис сохранил веру в богов, даже когда они отвергли его. Октавис верил, что боги не могут лгать. Он был свято убежден, что все герои однажды соберутся в прекрасных чертогах и после смерти получат награду за свои подвиги. Герой гигантов Спасия утверждал, что в тюрьму изгнанников тьмы будут попадать не отъявленные преступники, а те, за кем водилось не так уж и много грехов и полукровки различных народов. В итоге он оказался прав. Спасия воспротивился решению Эйнхасад и собрал отряд сторонников, готовых бороться с волей богини, и возглавил восстание. Они пытались бежать, но барьер из звездного света был создан по воле бессмертных богов, и смертные герои были не в силах разрушить его. Мятежники собрались в саду бытия и звали богов, но ответа не было. Прошло довольно много времени, прежде чем великий маг Эспина наконец сумела с помощью силы, дарованной ей Шилен, создать заклинание, способное разрушить барьер из звездного света. Это было заклинание растлевающей тьмы. Собравшись в своей временной базе крепости света Фортуне, Спасия и другие мятежники хотели использовать сгусток растлевающей тьмы, чтобы разрушить барьер и вырваться на волю. Они были полны решимости сделать это даже ценой собственной жизни. Но Спасию предал его верный друг Октавис, который пожертвовал собой, поглотив сгусток растлевающей тьмы. Почему-то никто не сделал попытки остановить его. Может быть, они испугались или слишком доверяли Октавису. Своей преданностью и покорностью Октавис смог заслужить снисхождение богов и был воскрешен. Вместе с Полиной он разгромил базу повстанцев в Фортуне. Восстание было жестоко подавлено. Всех мятежников истребили, и лишь их предводителя Спасию оставили в живых. Он был заключен в тюрьме изгнанников тьмы в предостережение остальным. В возмездии Эйнхасад заточила его за решеткой звездного света, в самом сердце тюрьмы, в сложной высокой конструкции, генерирующей свет, который приковывал его к месту, где Спасия медленно сходил с ума от воспоминаний о предательстве и неудачах. Надпись на надгробии Спасии гласит, что в назидании за предательство воли богов он будет вечно метаться в муках, жарясь на решетке звездного сияния, и как не будет стараться, вовек не сможет ни заснуть, ни пробудиться. Фортуна стала местом упокоения душ повстанцев, а вознагражденного за верность Октависа боги сделали хранителем храма Орбиса. Однако чары растлевающей тьмы обернулись проклятием для тех, кто рискнул ими воспользоваться. Октавис и другие герои, находившиеся рядом с ним, испытали на себе их пагубное влияние. Отравленный растлевающей тьмой падший герой Фрон собрал штурмовой отряд во главе с сэром Ресиндой и разрушил храм Орбиса. Фрон бросил вызов самому Октавису, но потерпел неудачу. В результате Фрон был изгнан из храма Орбиса и был вынужден скрываться в Фортуне. За ним последовали и его ближайшие соратники. Командир отряда Ресинда, слепой слуга Харнапи, который ориентируется лишь по сигналам Мукушу, который настолько труслив, что сбегает, когда рядом не будет Харнапи. Рыдающая Юи, на которую наложили заклятие после смерти возлюбленного. Лучший ассасин Фрона Иоанн Тумак и слуга Фрона Коняр. Величайший маг, дерзнувший соперничать в магическом искусстве с богами и преданный до конца своему предводителю. Души мятежников, похороненных ранее в Фортуне, пытались предупредить этих лазутчиков покинуть это мрачное и опасное место, но их бестелесные души были беспомощны, чтобы их предупреждения были поняты. Фрона и его соратников все больше поглощала тьма. Дочь Эйнхасад Полина вернулась в Царство Света, однако после ее ухода храм Орбиса стал жертвой растущего злого влияния Шилен, которым управляли мятежники, изгнанные из Магмельда. Дремлющие в храме великие герои начали пробуждаться один за другим, развращенные злом Шилен и доведенные до бушующего безумия. Почти все они превратились в жутких чудовищ.
Это герои орков Георгиус, Раджарас, Сатирос и Стерегос, герои людей Майкалия, Теопанис, Туранклас, Евангелиос и Ангелоус, а также Таликром, герой от эльфов. Октависа также поработила растлевающая тьма. Раны, нанесенные чарами тьмы, чувство вины перед товарищами и дарованные богами бессмертия искалечили душу Октависа. В нем не осталось ничего от былой доблести, и все же он послушно выполнял обязанности, возложенные на него богами, убивал всякого, кто отважился войти в храм без приглашения. Однако все обитатели Магмельда верят, что храм Орбиса – обитель героев, и что все счастливы под руководством героя Октависа. Вскоре боги потеряли интерес к этому месту, и оно так и осталось отрезанным от всего остального мира в другом измерении. Гиганты не знали, как боги поступили с теми, кто отправился в Магмельд, и продолжали молиться им. Однако после войны между богами доверие к ним уже было подорвано. Правду о богах, историю создания рас и связи Гренкайна и Шилен они записали в книге, впоследствии получившей название «Откровение Кайши». Как минимум первые главы в ней написаны от лица гиганта, что можно видеть по переводу отрывка в квесте «Забытая правда». Наряду с храмами в честь Эйнхасат и Гренкайна, гиганты строили величественные сооружения. Их столица Исагир, огромный величественный город с протяженными подземными строениями, потрясал воображение и демонстрировал передовые технологии гигантов. В нем находилась резиденция короля гигантов Харнака. Харнак женился на Белис, самой красивой девушке этого народа. Он безмерно любил свою жену и не желал, чтобы кто-то еще видел ее красоту. Харнак постоянно подозревал Белис, и это сводило его с ума. Он больше не мог доверять своей жене, поэтому построил для нее лабиринт и заключил ее там. Лабиринт Белис можно видеть в обновлении Goddess of Destruction в ходе прохождения первой профессии. Очарованный красотой Белис Гренкайн нашел ее и вступил с ней в половую связь. Узнав это, Харнак обезумел и убил ее. После этого Харнак впал в безумие из-за вины, которую чувствовал перед своей женой. Он приказал построить для себя дворец глубоко под землей и заперся в нем. Дворец Харнака еще в прелюде упоминает кладовщик Парман в квесте «Испытание успеха», говоря, что благодаря абсолютной геометрии были созданы такие чудеса, как небесные сады в Шутгарте и дворец Харнака. Сады в Шутгарте в игру так добавлены и не были, а вот руины Харнака можно увидеть в обновлении Goddess of Destruction. Надземная часть руин, согласно диалогам, являлась садом дворца. Эти руины еще в самых первых хрониках упоминались в диалогах беженки Нети из Глудина, где она говорила, что в молодости нашла в лабиринте Харнака легендарную корону со звездными сапфирами. В L2M рассказывается, что когда Харнак все глубже растворялся в безумии в своем дворце, к нему пришел демон Малрук и предложил сделку. Если Харнак успешно возродит Шилен и отомстит Гренкайну, Малрук вернет Белис из ада, при условии, что Харнак одолжит ему свою силу. Харнак до конца жизни не выходил из своего дворца, умерев в одиночестве. Когда гигант умирал, существовал обычай хоронить вместе с ним его слуг. Из-за особой магии гигантов похороненные слуги не имели другого выбора, кроме как защищать гробницу хозяина. Эти слуги – монстры, обитающие в руинах подземного дворца Харнака. Поступок Гренкайна и смерть короля Харнака снова потрясли гигантов. Они все более и более скептично относились к происходящему. Сначала Гренкайн создал людей, чем доказал свою собственную глупость. Затем повел себя недостойно в отношении своей дочери, как и Эйнхасат со своей ревностью. Созданный Шилен мир смерти породил множество ужасных созданий, а Ева своей слабостью и неумелостью превратила континент в довольно жалкое зрелище. Сомнения поселились в сердцах гигантов. Эпоха верхних гигантов, когда они уважали богов, подошла к концу. Началась эпоха нижних гигантов. О периодизации эпох стало известно из перевода Егором Гайдбука. И после этого и стало понятно, почему у некоторых мобов в ГЦ есть непонятные приписки про младших гигантов. В корейском оригинале они называются нижними гигантами, а Лилит упоминается как оракул при верхних гигантах.
Кроме того, Харнак в оригинальных корейских квестах фигурирует как король из эпохи верхних гигантов, однако в локализациях этот непонятный термин был заменен на простое прилагательное древних. Это также объясняет и то, почему дизайн и архитектура введенных в Годе руины Сагира и лабиринта Белис отличается от ранее существующих в игре построек гигантов. Они задизайнены в стиле верхней эпохи, а существующие ранее Крума и пещера гигантов в стиле нижней эпохи. Находка Егора наконец сложила все ранее непонятные пазлы. Произошедшие по вине богов катастрофы заставили гигантов искать силы не в поклонении богам, а в познании окружающего мира и развитии научного знания. Хотя могущество богов и не вызывало сомнений, гиганты более не испытывали к ним уважения и во всем стали полагаться лишь на свои силы и разум. Вместо храмов, посвященных богам, по всему континенту стали возводиться исследовательские центры. Год за годом гиганты становились все более могущественными, боги были им более не нужны. Мир вошел в новую эпоху. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. И это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.